Всем привет! С вами канал YOLOGames и я Олег. И мы продолжаем прохождение Kingdom Come Deliverance. Ой, нас отмыли, полечили, обогрели, накормили. И сейчас мы с вами будем пытаться разбираться со всеми нашими долгами, потому что мы провалялись в койке примерно 2 недели. За нами тут ухаживали те люди, которые, в принципе, не обязаны были этого делать. Не забываем, что сейчас у нас средневековье. И вот тот вот товарищ приютил нас у себя. Естественно, с нас затребует денег, но, тем не менее, мы живы, и это прекрасно. Так, подождите. Я могу это все взять? Серьезно? Даже карта сокровищ? Прикольно. Прикольно. Ну, почему бы и нет? Так. Понятно. Так, нет, ну, ждать я ничего не буду. Так, давайте, нам надо одеться по-человечески. Ух ты! А это за какие такие заслуги? Прикольно. Ну ладно. Я возьму, почему бы и нет. Так, кожаный колет. Но он грязный, я так понимаю. Это все грязное. Блин, у меня вся одежда грязная. Сандали чистые, вроде как, относительно. Так. Меч у нас забрали, поэтому возьмем топор. Хоть чем-то помахаться. Но это все грязное. Надо будет что-то придумать. Ну, примерно так мы будем выглядеть. По-моему, вполне себе неплохо для начала. И там уже разберемся. Так, гроши. Сколько у нас грошей-то? На 12,9. Так, и у нас еще очень много всякого барахла, которое, ну, в значительной мере имеет смысл продать. Ладно, пока мы походим с перегрузом. Еще... Так, постоянно путаюсь, хочется зайти в меню через Escape почему-то. Так, игрок. Обаяние, красноречие, сила. Так, как скала. Сведения. Успешное блокирование ударов противника. Перенос трупов людей без сознания не тратит вашу выносливость. Так, ловкость. Так, ну тут надо уровень прокачивать. Живучесть. Тоже ничего. Красноречие. Так, когда торгует... Это мне не надо. Ага. Так, простолюдин. Угу. Ну, в принципе, неплохо, конечно. Так, я хотел по поводу навыков. Вот, чтение я могу прокачать как-то сам, нет? К несчастью, нет. Надо будет учиться читать. Где бы у кого бы научиться? Вот в чем вопрос. Ладно, давайте пока что вот с этим делом разберемся. Мне нужно... Мы на красноречивого товарища идем, поэтому будем качаться. Значит, представитель знати, простолюдин. Что нам больше нужно? Ой, так. Ну, пока мы будем с обычными людьми общаться, поэтому давайте возьмем вот это. Да. Бог с ним. Ну и прекрасно. Так, что касается здешних характеристик, так, общий еще какой-то. Первая помощь, бюргер, там так далее, ну понятно. Так, могильщик, как скала. Давайте прибережем
Если можно очки расходовать вот так, то лучше потом это сделаем. Так, тут на что? Сладкая лепешка. И еще лепешка. И еще лепешка. Спасибо. Угу. Сейчас поедим, не переживай. Все, наелись. От пуза. Ой. Так, а тут на что? А, ну это взламывать надо. Ладно уж, не будем воровать добрых людей. Так, ага. Вот нам надо с этим мельником или кем. По-моему, мельник. Поговорить. Hey, youngster, come here. Да. Меня зовут Индржик. Спасибо за заботу обо мне. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Да почему бы и What нет? would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught А while you're... почему бы и нет? That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Давай подробнее. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Да сделаем. I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and Да ладно тебе. watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Неплохо, неплохо. Так, достань лопату. А лопата-то где? Перегруз мне, кстати, будет лишним здесь. Так, Тереза. Have you eaten yet? Угу. What?
Да, очень Yes, вкусно. it was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Спасибо. Так, давайте посмотрим, оглядимся, где мы вообще. Нам нужно, по всей видимости, сюда, да? Мне бы торговца какого-нибудь, прежде чем идти. И понрацик здесь. Ну, это мы успеем еще сделать, ничего. А там у нас что? Фига себе нас унесло. Неплохо, неплохо. Ну ладно, чего. Пойдемте разбираться. Нам нужен какой-нибудь торговец. Однозначно. Как же здесь все-таки красиво. Кожевенник. Ага. Здравствуйте. Насчет ротая. Давайте поторгуем сначала. Продать. Что я бы хотел продать? Кожаный колет. Да нет. И вот я как раз таки хочу продать. Коев мне тоже не нравится, не хочу. Кольцо Бьянки. Так, крапива. Красный капюшон. Да, по большому счету тоже не надо. А, подождите, я ее ношу. Ну, пусть. Ношу и ношу. Латные налокотники. Ух ты. Хорошо. Легкий гамбизон. В корзину. Льняной капюшон. В корзину. Панские сапоги в корзину. Перчатки охотника в корзину. Повязку оставляем. Редиска. Так, старые сапоги туда же. Зря мы, что ли, все это набирали. Правильно. Это убираем. Туфли ремесленника. Да, тоже. Почему бы и нет. Ой. Яблочки-то не свежие. Пока валялись. Так. Хрен. Да, тоже. Туда же. Хлеб. Так, не свежий продаем. Сыр. Но относительно свежий пока что. Сушеные фрукты, сушеные грибы. Эти продадим. Сушеные фрукты. Ну, давайте тоже. Стрела плохого качества туда же. Хотя, по-моему, мы это зря сделали. Ну ладно. Так, редиска. 3 редиски продадим. Морковка. Лучок. Крендель. Колбаса. Свежая. Хорошо. Ну, в принципе, и все. Так, а купить у нее что можно? Да, на самом деле ничего интересного. Шибко. Так. Что, у меня по-прежнему перевес, что ли? Наверное, пока просто не вычилось. Ну ладно. Так. И можно поторговаться немножко. I'd like to discuss the price. Why not? Угу. Так, ну, я бы, честно говоря, на 80 торговался. Is this enough? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Угу. Aye, at that amount I can be persuaded. Угу. Прекрасно. Так, перегруза у нас, естественно, уже нет, да? Прекрасно.
43 и 74. Мы можем с собой тащить довольно-таки много теперь. Хорошая новость. Хорошая. Здоровье, энергия, сытость. Ну так, сравнительно сытые. Пока, я думаю, хватит. Ага. Ну и прекрасно. Просто замечательно. Давайте кренделек съем. Угу. Шарик. Ну, пойдемте. Самое главное, что мы сыты и при грошах, да? Блин, постоянно вот не тянет на эскейп. У нас 91,9 грошей. Здорово. В принципе, уже относительно приличная сумма. Мухи летают. Так, это что такое? Частная территория какая-то. Опа. Купальни. Ага. Ладно, будем иметь в виду, что у нас здесь купальни есть. Какой-то человек идет. Привет. Кто такой Ротай? Ты дерешься за гроши? I'm a Skalitz refugee, and I'd like to try my luck against you. Hang on, I know who you are. And I'll only fight you for silver. Got it? Почему серебро? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labor. But you've got coin. Правило? Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs loses. And no knives, axes, or any of that shit. You'll forfeit your wager for that, got it? Угу. Alright, давай. let's fight then, if you think you can take me. Hold your horses, laddie. First, you have to prove you're a worthy opponent for me by beating two other regular brawlers, Штепану Stephen кудряшка. and a fellow they call Ringlet. Понял. Забавно. Ну ладно. Да. Тяжело богатырю без коня. Достань кольцо мертвеца для мельника пешика. Это нам на юг-запад вообще-то надо идти. Значит, туда. Давайте разберемся сначала с этой задачей. Раз уж собрались. Так, ноги мочить не будем, пойдемте по мостику. Ты кто? My respects to you. Понятно. Кто такой Ротай и почему я должен про него спрашивать? Это какой-то квест, что ли, который мне не сказали? Ладно. Тут у нас что? Ой. Ну, просто двор какой-то с мухами. Не очень интересно, на самом деле. Пойдемте в лес. Подождите. А лопата-то у меня есть? Пошел. Куда пошел-то? Лопаты-то у меня нет. Сейчас, секундочку.
Месть, пробуждение, добрый вор. Вот, достать лопату. Где мне лопату взять? Где-то у него там валялась лопата. Давайте я дойду сначала до точки, раз уж я прошел. Потом телепортнусь до того места быстрым перемещением. И попробую взять лопату. Наверняка там тоже есть какая-то контрольная точка. Ну или около того места. Я почти уверен, что она должна быть где-то там. О, сортир. Сесть? Серьезно? Ну, встаем. Тут у нас какая-то обувь грязная, да нельзя просто. Так, тут лопаты у вас нет, ребят? Где-нибудь просто. Простите. Да я ничего плохого не имел в виду. Я же вроде даже не на частной территории. Палач Герман. А можно с вами поговорить? А, попытаться выманить его из дома? Да, ничего. Не бери в голову. Топор. Но топор мне не надо, мне лопата нужна. Так, ну где висельный дом, я узнал, да. Угу. Ладно. Ну, давайте переместимся, бух с ним. Ратая. Где-то у тебя здесь была лопата, ты говоришь, да? А где? Вот эта часть реализма мне не то чтобы сильно нравится. Скажите мне, пожалуйста, где у вас здесь лопата, а? Ты сказал, у тебя есть лопата. Где-то здесь она лежит. Где? Ты мельник. Ты должен знать, где у тебя лопата. Вот. Где лопата? Where can I find a shovel? There's one right outside, leaning against the cart. Угу. О, а взламывать замки можешь научить? Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism at the right moment. It's quite easy. It only takes a bit of practice. Now try poking around in the lock with the pick until you feel the right point. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll be fucked and you'll have to start all over. You forced it and broke the lockpick. That crack could be hurting Kuttenberg. You have to watch out for that and experience. Плохой из меня взламыватель. You're
You're a dab hand, Hal. Make something out of you yet. Remember, this trunk's only for practice. With real locks, you have to watch out. Okay? Try it a few more times if you like. Then good luck. Спасибо. Так, снаружи, в телеге, возле телеги. Фу ты, блин. Вот она. Ну, пошли. Давайте обувь помоем. Ну вот. Вроде бы относительно близко уже. Проще, когда знаешь, куда бежишь. Здравствуй, собачка. А где этот твой? Тихо. Где шеф ваш? Достань кольцо мертвеца для мельника пешика. Ну пойдем. Там он или где? Тут что ли? Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Угу. Колечко не оказалось. Ну, что-то мне подсказывает, что кольцо просто-напросто у этого товарища. О, кстати, лопата была. Фу. Чё бегал? Хозяин ваш где? Ну, что-то мне подсказывает, что все-таки оно вот здесь, вот где-то в доме. Это колечко.
Я понял, понял. Ой. Вали, 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 вали. Все, я ушел. Ладно. Покушать, говоришь. На колбасы съешь. Лучше? Лучше, заметно. Ну, пойдем. Переговорим. О, энергии у нас уже маловато, скоро спать захотим. Ну, привет, что ли? Там кольца не было. Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Ну ладно. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. I have some experience. All right. I'm glad to hear you're not as clumsy as you look. Here's an Одна? pick for the job. Одна отмычка? Серьезно. Я не настолько хорошо вскрываю замки, ну ладно, попробуем. Скоро мы спать захотим, правда. Совсем скоро. Выдохнули. Ну, в общем-то, логично было предположить изначально, что палач, скорее всего, все-таки колечко-то снимет. Так, отмычка. Да, у нас действительно всего лишь одна отмычка. Печально. Ну, на самом деле, самый правильный вариант был бы просто дождаться дня, выманить этого товарища из дома и уже, собственно, замок вскрывать. А не вот так вот делать это, пока он дома, пока собаки лают при нем же. Ну, ладно, чего. Если что, здесь же и переждем. Я вообще думаю, что имеет смысл подождать вот здесь. Ну, вот так как-то. Он при этом будет уставать? А, нет, тут отдыхает вроде. Или нет? Нет, энергия уходит. Блин. Ну, вроде как совсем уж у нас энергия не должна исчезнуть. О. Почему в конце это так медленно? Да гавкайте сколько хотите. Можно и мыться. Спасибо. Да не гавкай, чё ты. О, врубает. А, понятно.
А где-нибудь здесь в хлеву я поспать не могу? А я никто. А ты кто? Давай попробуем так напрямую, что ли. This is a bit awkward, but recently you buried a convict, and this convict, Да, попробуем. was a family man. He left 3 young children, and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing. Children, you say? You're right, I do have the ring. But actually, it's a worthless bauble. You can have it for a few groschen. Ну давай. It's a deal. Это все равно Here дешевле. it is. Не хочу закон нарушить. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Ладно. Почапали. А в чем проблема? Почему я не могу переместиться? Понятно. Сейчас. Интересно, пешка меня накормит вообще? Ох, я вырубаюсь просто. Держись. Держись. Ладно, немножко осталось. Не спи, замерзнешь. Вообще здорово сделано. I feel quite hungry. Заметно. Живот урчит так, что на соседней улице слышно. Почти дошел. Ой. Я вообще-то не собирался сюда залазить. Давай. Почти на месте. Уже кроватку где-то должно быть видно. Блин. Ну, подхожу. Чего? Так, сейчас я тебе отдам кольцо и лягу спать. Эй, мельник. Good day to you. What do you need? I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. Stolen Правильно. goods. Thanks, but no thanks. I'm not a thief. Так, что Can про you tell me других something about мельников? the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojciech in Kohelnitz and Simon in Sassa. Что Tell me about Войток? Wojciech. He's young and hot-blooded with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. А Симон из Сазавы? What about this Simon in Sasau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Понятно.
Что про себя расскажешь? It's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Угу. Карманным кражам ты меня научишь? Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Aye, why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. Угу. Сейчас, конечно, не самое лучшее время. Я скоро вырублюсь сам. Hey! Так. God! I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you, and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Понятно. I feel quite hungry. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Caught you! Так, сейчас что-то я никак не понимаю. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Да, вот так что ли? Все? I'll stand here and pretend I don't know you're there. А, нет, First, походу. you have to run. Once you found some, try stealing. Понятно. А. Так, подождите, а как? Я не понял, как к кошельку перемещаться. Понятно. This was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Я не пойму, как переключаться. А, вот так, да? Понял. 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 В общем, не рискуем. Понятно. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it, damn fool. I'm not gonna caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Не удалось. Ладно. Can you tell me what do you think about everything that's happened? I don't concern myself with the doings of my betters. But this mess isn't good. I don't give a damn who's king, but that usurper from Hungary has gone too far. What about the Skalitz folk? God sent them to punish us for our sins. They don't work. Do you know anything about those Cumans?
The heathen scum that Sigismund brought here. Why do you even ask? That's all. Все, пора идти спать. А то на меня сейчас с ног свалится просто. А потом попробуем еще, может быть, навыки кармана. Краш. Попрактиковать. Все, пора спать. Так, до какого времени будем спать? Ну, больше спать нельзя, да? Ну, давайте так поспим. Все, выспались. Ну, вот, другое дело. Встать. Так, а что это за значок возле меня? Что-то я не пойму. Гроши 71,9. Подождите, их же было вроде как больше. У меня стащили, что ли? I'd like to know... So, how do you like it in Rattay? It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. How are the Skalitz folk getting on? They're alive, that's the main thing. They have shelter, but they're just scraping by. Rattay's citizens aren't happy. Do you know anything about those human rapists? About... you know. They came to Hungary from God knows where, and now they... well, folk tell awful stories about them. That's all. Have you got a moment? I'd like to ask a few questions about Skalitz. I don't remember. All right. What do you want to know? Так, как ты меня сюда притащил? How did you get me away from Skalitz? It wasn't easy. Sir Robard and his men helped load you on a wagon, and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here. God bless them. What about the bandits? Sir Robard and his men routed them. They killed the few, but the giant who attacked you fled, and Zibishek with him. It won't be safe in Skalitz for a while yet. Why would Zbyszek do that? I never thought much of him, but banditry? He was always a nasty piece of work. Doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Да ну. When those... Cumans, they call them. When the Cumans came, Zbyszek pushed me out in front of them and fled. Ах ты гаденыш. He sacrificed me to save his own hide. That bastard! Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzig. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Rattay. And some of the... And Matthew, Fritz and Matthias? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhoyed. Johanka is in Sisal, and Fritz and Matthew, well... Выжили, друганы. They're up to no good somewhere. The only... Хорошо. What about Sir Radzig? Sir Hanush, he's the lord of Rattay. He gave his lower castle to Sir Radzig, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. How did you get away from those Cumans? You're wrong. If it hadn't been for you...
When they came to the mill, they slaughtered everyone. М, And kept me for last. After you distracted them, I fled to the mines to find my brother, but he... My brother was dead, but I owe my life and more to you. And I owe mine to you. The scales are balanced. I won't trouble you anymore. м. Let's leave it be. Прогуляться не желаете? What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's Замялся. just this isn't a good time. Ну ладно. Так, а почему... А, это из-за голода, что ли? Давайте покушаем. Так, а почему мы еще голодные? Непонятно. I feel quite hungry. Серьезно. Я могу что-нибудь в котелок бросить? Нет. Так, а есть у меня какая-нибудь еда-то? Ну вот крендель есть. Давайте его съедим. Еще крендель. Так себе, конечно, еда, ну ладно. Так, морковь. Редиска. Сыр. Ну вот, считай, что сытые. Ой, что-то нехорошее с нами произошло. Так я не пойму, у меня все-таки деньги своровали, что ли? Или за то, что я спал, у меня взяли деньги? Ну, в смысле, спал здесь. Да не, по-моему, что-то не так. По-моему, все нормально все-таки. Я же еще 15 золотых тому товарищу отдал. Так что, наверное, все по-честному. Ну ладно. Так, мельник-то ваш где? Ладно, бог с ним. Это понятно, кожевенник, купальни. Ну, наверное, мне надо сходить вот сюда. Да, давайте. Да, почему бы и нет. Так, где этот чудик, с которым мне надо было подраться? Победи кудряшку. Ну, давайте зайдем, победим. Нас же впустят в город, правильно? Что такое? Да, в чем дело-то? Да в чем проблема? Тихо. Что случилось? Что я крал? Чего? You're making a serious mistake. Вы издеваетесь, да, серьезно? А можно загрузиться? Ну я просто реально... Так, подождите. Так, 18... Ой, слушайте. Нет, это уже все. Это давно было. Подождите, или может быть все-таки нет. 15:0. Почему 15-е? Интересно. Ну нет, это определенно не то время, все ясно.
Все. Я вообще-то не дрался, я сдавался. Ой, кошмар, сейчас меня еще больше заберут, да? Ой, кошмар. Бесит. Что такое? Got you at last. Now you'll get what's coming to you. Да What? подожди. That brawling and all the rest. It means nothing to you? Really? Well, the law takes a different view. Ребята, This ну... definitely won't come cheap. Но... You'll learn. Crime Но... doesn't pay. 250, серьезно. У меня грошей не хватает, That слушай. much? I don't have enough on me. You'll still have to pay the penalty. Looks like you'll have to sit it out in jail. Ладно. Jail it is then. Get moving. Что еще делать? I hope you rot there. And spread your arms and legs. Let's see if you have anything else suspicious on you. В смысле стянуть? Че я стянул? 10 дней! Ё-моё! Офигеть не встать. Ну, что я могу сказать? Я не понял, почему. То есть я ни у кого ничего не воровал, ни у кого ничего не брал. Краденого у меня с собой не было. Кольцо эту отдал. В чем проблема? Подождите. Это из-за того кольца, что ли, медного? Так я его не воровал, мне его отдали на руки-то. Странно как. Ну, что у меня с навыками сейчас будет? Скорее всего, что-то крайне плачевное. За 10 дней тюремного заключения. Деньги-то мне хоть остались? Заключенный. Так, инвентарь. Деньги остались. Ну и на том спасибо. Так, игрок. Что со мной? Характеристики. Уровень 4 по-прежнему. Прикольно. Ночной наездик, странник. Ну, давайте прокачаемся, раз такое дело. Вы выросли в бедности, так что удобные постели вам не нравятся. Так, бессонница. Увеличивает время, в течение которого вы можете обходиться без сна. Клеймо преступника. Да и ерунда на самом деле. Сила, ловкость, живучесть у меня уменьшились. Ё-моё. Великолепно, что я могу сказать. Сила. Да. Красноречие. Ну, простолюдин у меня есть это все. Обаяние, выносливость, здоровье. Бой. У меня пока особо навыков-то не было для того, чтобы что-то терять. Оглушение. Но у меня это и есть возможность. Охота, починка, пьянство, травничество. Пока ничего особо. Ну это, наверное, временно, да? Ну, относительно все равно нормальная у меня статистика общая. Ладно, бог с вами. Все, я могу идти. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Well, of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see you? Вот так. I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead.
It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Угу. Так, ну меня якобы пустили. Ай, да уж, да уж. Чего уж тут скажешь, что. Ладно, мы, по крайней мере, в городе. Так, дайте-ка убедимся, что кольцо, скорее всего, у нас как раз отсутствует, да? Нет, кольцо мертвеца присутствует. О, я не понимаю тогда. Вообще не понимаю, что произошло. Так, лаборатория алхимии, бронник, бакалейщик, писарь, аптекарь. Ну ладно. Так, тут у нас что? Победи Макала. Ну я сейчас слабый, какой мне Макал сейчас? Верхние ворота Ротая. Мельник. Угу. Это мне вот туда надо? Ну нет, пока, знаете, я не пойду. Ну пойдемте к этому пану Роцигу, что ли. Голодный? О. У меня особо поесть нечего. Сушеные грибы есть. Сыр. Ой, с ужасной свежестью. Выкинуть? Да конечно. Чего ж тут делать-то? О, сушеные грибы с бесконечным сроком хранения. Ну вот хотя бы до 70, и то спасибо. Я вот что хочу. Я хочу узнать, сколько вообще... Ой, простите. А что, броник уже закрыт, что ли? Жалко. Я просто хотел узнать, сколько вообще все это стоит. Ну да ладно. Пойдемте к этому Рацигу, действительно. Вечер, рынок закрыт. Стражник. А, подождите. Вы серьезно, что ли? То есть теперь с теми стражниками, с которыми я не могу общаться, я их могу обворовать только и все? Привет, нищенка Яна. Нет, проваливай. Нет, проваливай, да? Ходи, дай поспать. Ну, понятно. Все понятно, типично, типично. Чего? What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. What about you? How did you get out of Skalitz? Oh, you wouldn't believe it. A frightful storm broke that night, and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Sir Radzig would use a storm as cover for our escape. The entire village slipped away, as quiet as mice, while no one watched. In the morning when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. Да, пострадали люди. Ну что? Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Ну вот разбойники на меня напали. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life. And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here?
С пану Рацига повидаться I'm надо. to speak with Sir Radzik. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzik. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm gonna find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Так, ну что, я захожу? Спасибо. Так, ну мне надо наверх или куда? Могу я пройти? Открывать замки, конечно же, не буду. Так, частная территория. Этого мне не надо. Так, ну я пока что сытый. Ключевое слово пока что. Угу. Так, сюда мне идти не надо. В чем проблема? Ну, в смысле? В смысле я не могу по ступенькам подняться? Отлично. О! С трудом, но поднялся. Так, понятно. Никто вроде не возражает против того, что я сюда пришел. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away.
So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzik. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Ну, в принципе. Right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And Он don't недоволен. spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Ну хорошо. Нам сейчас, наверное, мечик какой-нибудь выдадут, что ли? Раз уж мы будем в городской страже-то воевать. Что случилось?
Тяжело в учении, легко в бою. Идите на площадку для упражнений и поговорите с сотником Бернардом. Так, где площадка для упражнений? Ага, понятно. Конечно. Так, мы пока вроде сытые, энергичные. Ну, давайте. Угу. Ну что? Площадки я достиг. Где сотник? Давайте подождем немножко, что ли. Может, я покушать решил. Мы тоже скоро кушать захотим. Такс. Так, ты что ли, сотник Бернард? Good day to you. What do you need? Начальная подготовка. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzig sent. Он самый. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzig wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with Держал я something меч. simpler. Ну, давайте сразу. Почему бы и нет? Come with me and listen closely. I don't want to be repeating myself. Не будем умничать. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. Right, good. Now, try attacking. You've got to put your back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Хорошо. That pointy tip isn't for decoration. Try stabbing me with it a few times. Хорошо. Good. That will do. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build everything else on. Now, let's try something more complicated. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. Хорошо. Bring your strikes together. As soon as you finish one, Ну, по сути, то же самое, что в начале было. strike, strike. What is it? Sudden visitation by the Holy Spirit? All right. What's going on? Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Так, а вот как блокировать-то, да? Sword into the path of the blow. Отлично. Можно блокировать, оказывается. Знал бы я это раньше. Отлично. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Хорошо. Good strike. Ух ты.
Тихо. Ох ты. Неплохо. Ух ты, блин. А можно мне тоже этому научиться? Ух ты ж, блин. Блин. Ну, блин. Тихо. Fine enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. А, подождите, наоборот. Понятно. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Хорошо. Ага. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Well done. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Too soon again. А, понятно. Просто... Try and catch the rhythm. See the sword move, you move at the same time and deflect it. Ладно. Wrong. Ладно, ладно, сейчас научимся. Что же, вроде успел? Нет? Ага, отлично. Ага. Ага. Сделал. Now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Good. 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 Wrong. Again. Nice. Nice. All right. Good. Эй. В смысле? Неплохо. Хорошо он нас натаскал.
my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Спасибо за беспокойство. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Ага. Так, как уходить? It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. And the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. You'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Ой. No, not like that. Wrong. Again. Ау. No. Again. А как клоняться-то? Кнопка какая? Ага. That's it. Ага, понятно. That's it. Ой, больно. Again. Не туда уклонился, походу, дела. Fine. Now try it a little quicker. Try to get used to the rhythm. Never Давай. take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Так, блин, вот с этим у меня что-то не получается. А что делать-то? А, понятно, назад просто. Логично. Понятно. And the last thing for today, a trick. You raise the sword and force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Move quickly. Good. Well done. Not bad. Получилось. All right. Well done. Отлично. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. Спасибо. Don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Хорошо. Так, кстати, а у меня меч-то нормальный есть? Или все так же с топором хожу? А, меча пока что нет. Ладно, надеюсь, появится. Но то пока тренировочный. Кстати, у меня там какие-то навыки были. Так, что у нас вообще сейчас творится с уровнем? Характеристики. Ну, это пока все в том же самом духе. Вот это мне больше интересует, вот эти вот все навыки. По силе. Ну, пока... А, слушайте, бой. Ведение боя. Это у меня сейчас появилось как раз-таки, да? Угу, по всей видимости. Что-то появилось. Ну, хорошо. Ладно.
Ага. В общем, потихонечку набираем, но все равно до конца непонятно. То есть понятно, что надо учиться у NPC ряду навыков. Что-то чисто за очки не получишь. У меня есть определенное количество скопившихся очков, но, честно говоря, то, что есть, я не хочу брать. Какие-то бестолковые навыки. Можно и без них справиться, без всяких проблем. Мы с тобой долго идти будем. Я заодно наперед быстрее тебя иду. Не такой уж он и вредный этот сотник Бернард оказался. Вполне себе хороший мужик. Корчма. Угу. Это место нам пригодится. Ага, мы сюда идем, судя по мишеням внутри. Доспехи у тебя зачетные. Я хочу что-нибудь такое. Ой, по грязи уж не пойду. И так обувь грязная. Так, ну пришли. Хорошо. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. If you wouldn't have gotten far there, you're holding the thing like a piece of firewood. Я пока его вообще не взял. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Понятно. Так, а могу эти штуки-то надеть? Странно. Но не дают, ладно. Мимо. Говорили. Ладно. Примерно. Вообще прикольно, конечно. О! Что-то как-то не задалась стрельба из лука. Ну, прости. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Хо-хо! Нормально. Rugged, who was born with a silver spoon in his mouth. You've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Anytime. Да ну. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? Стрельба из лука, что ли? Good. Then let's get to it. Серьезно.
Это глупо. Ну ладно. Ой, зашибись. Так. Берем правее. Почти. Ага! Один есть. Нет! Ну все. Продули. Слушайте, ну это нечестно. Ну, чуть продул. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, Тяжело стрелять из лука здесь, да. Sir Hans has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. Ну, на мечах бы я его уделал однозначно. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. А, есть возможность, да? Подожди, секундочку. Ах ты какой. Я голодный. Ах ты ж падла. Блин, а он неплохо дерется. Получил? Ах ты ж. Получил? Блин, никак не... Блин. Блин. Что-то мне нехорошо уже. Зараза. Что-то мне совсем нехорошо. Сам ты кунда. О, я сейчас сдохну, по-моему. Все. Да. Не так уж это и просто, как казалось. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. And since we made an honest bet, you can give me my money now. 2 гроша? Да ради бога. Don't fret about it, lad. Lord Capon is a good swordsman, and if by some fluke you actually won, well, you might not take it so well. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Так, нам, надеюсь, сейчас дадут какое-то снаряжение. Да уж. Нет, мне нравится местная система боя. Это действительно интересно.
Кушать хочешь? Понимаю. Так. Ну вот сейчас переговорим с этим товарищем. И, наверное, будем заканчивать. Не трави душу. Так, нам сюда, да? Или не сюда? Страж лавки, бронник. А, я с тобой должен переговорить или с кем? Так с кем? Я не понимаю. Нет. Наверх, что ли, куда-то я должен пойти? Куда? Объясните, пожалуйста. Доложись Рихтаржу. Броник, что ли? Так с ним я, что ли, должен переговорить? Странно. Давайте попробуем. My respects to you. Подождите. Вполне возможно, что его просто пока что здесь нет. Ну, сейчас пару часиков подождем. Уж, наверное, появится. Давайте посмотрим. Тот в прошлый раз тоже далеко не сразу появился, поэтому... Ну что? Ага. Слушайте, я тут с голоду помру. Если так и дальше дело пойдет. Но боевка здесь такая суровая. С разбойниками было проще, конечно, воевать. Но оно и не удивительно. Ремесленник. Good day to you. What do you need? Нет. Не понимаю. Не понимаю. Так, давайте-ка я еще раз журнал посмотрю. Я закончил подготовку, теперь мне надо представиться Рихтаржу. Так, ну я так понимаю, доложиться-то мы, конечно, можем. Другое дело, что... Что-то этот Рихтарж нам не дает докладываться. Что же нам делать? Лично я думаю, что имеет смысл, может быть, сходить в корчму. Нет, давайте-ка я схожу вот сюда. Бог с ним. Надо поспать. Еды вот только вот не хватает. Это проблема.
Так. Ну вот, оптимально, в принципе, до 5 часов. Как раз успеем всюду добраться. А голодаем сейчас, конечно. Спят усталые игрушки. Меня вот немножко подбешивает, что он в конце вот так замедляется. Смысл в этом? О. Так, ну. Встать, допустим. Так, лепешек здесь нет. Поесть с котелка. Покушали. Еще поесть. Можно? Какое, а? Ух ты, морковку приготовили. Ну, или попытались приготовить, не пойму. Странно. Тереза. Закончить разговор. Тебе бы лишь бы пожрать, вот что я хочу сказать. Так, ну давайте посмотрим в инвентаре, может быть у нас есть что поесть. Хоть немного. Лепешки же у нас есть. Только нифига не свежие. И что с нами будет после этого? Не знаю. Заодно и посмотрим. Хлеб. Ну-ка. Ну... Что-то с нами случилось. Ладно. Пойдемте. Выходим, чтобы начать быстрый переход. Отсюда ж могу? Отсюда могу. О, я отравился, по всей видимости. И смысл было кушать. Ну ладно. У меня скоро ограничения по силе и ловкости пройдут. И это меня несказанно радует. Так кому я тут должен доложиться? Главное, куда именно я должен пройти, чтобы доложиться? Подождите, а может быть... Может быть, мне сюда и надо? Дело было именно в этом? Вполне возможно. Все нормально. Так, подождите. Только что же вроде что-то было. Вот, она может открыть дверь, я не могу. Так нечестно. Ты что ли? Нет. Рихтарш. Вот ты где. А что-нибудь происходит здесь? Угу. Поступить... А, кто может научить меня чтению?
Писарь. Ну, логично, я видел писаря. Ну и поступить на службу наконец-то. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed? Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Хорошо. Count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Yep, I never even broke a sweat. You're a bit high and mighty, aren't you? Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. О, денег дали. Не ругайся. Так, получить снаряжение. Отлично. Это мне нравится. Это мне по душе. Мне совсем не нравится, что у меня здоровье убавляется. Вот это мне совсем не нравится. Так умереть недолго. Так, ну это оружейные. Но сюда меня пока не пустят. У тебя тяжелые раны, тебе нужно лечение. Хорошо. А что у меня есть? Повязка, скорее всего... Кровотечения нет. Логично. Шнапс. Крепкий напиток, который вылечит все физические и душевные раны. Ну давай. И что? Что-то я не понял. Спасибо, конечно. Ну, так, отвар из календулы. Вылечит легкие раны. Понятно. А как мне лечить отравление? Стесняюсь спросить. А, вареная морковь мне, кстати, в инвентарь добавилась. Так, какой-нибудь там аптекарь или лекарь? Есть ли здесь? Лаборатория алхимии, писарь, аптекарь. Ну вот аптекарь на северо-запад есть. Только боюсь, что у него сейчас закрыто. Так, это аптекарь. Мне совсем нехорошо. Прям совсем нехорошо. Так, и что бы я мог сделать с этим? А не знаю, что бы мог. Ай. Так, да выкинуть это надо. Ладно, наверное, все-таки я на этом буду заканчивать. За кадром я разберусь с нашим заболеванием, и потом мы продолжим уже дальше. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Олег. Ох, господи, как же нас плющит. Ну ничего, мы с этим справимся. С вами был Олег. Увидимся. Всем пока.